В январе 2015 года Бред Вененгар и его сын Зак отправились на мотопрогулку по живописным окрестностям города Литл-Рок, штат Арканзас. Внезапно мужчины увидели некий объект, лежащий на поле недалеко от дороги. Что-то подсказывало им остановить свои мотоциклы и осмотреть предмет поближе. В траве Бред и Зак увидели переноску для животных. В некоторых местах она была разодрана, как будто кто-то внутри отчаянно пытался вырваться наружу. Байкеры не были готовы к тому, что обнаружили внутри переноски через мгновение. Одним погожим зимним днем в январе 2015 года Бред Вененгар и его сын сели на свои мотоциклы и выехали на большую дорогу. Проезжая мимо сельской местности к востоку от Литл-Рок, штат Арканзас, они увидели клетку, лежащую в траве у дороги. Что-то заставило их остановиться и осмотреть клетку. Назовите это судьбой или простой интуицией, но байкеры решили изучить подозрительный предмет. То, что оказалось внутри, вызвало у мужчин настоящий шок. Бред и Зак заметили, что верхняя часть переноски была сильно повреждена. Было очевидно, что кто-то или что-то в клетке отчаянно пытался вырваться. Отец и сын открыли коробку, выпустив на свободу большую черную собаку, которая была невероятно худой. В клетке было много фекалий, от самой собаки шло такое ужасное зловоние, что находиться рядом было очень тяжело. Было очевидно, что несчастную собаку бросили здесь умирать, и один бог знает, как долго она просидела в тесной клетке. По всему ее телу были царапины и кровавые следы, появившиеся в результате того, что животное не имело возможности свободно перемещаться в пластиковом коробе. Поскольку мужчины прибыли на мотоциклах, им не оставалось ничего, кроме как оставить собаку на месте, поехать домой, а затем вернуться за ней на грузовике Зака, прихватив с собой немного собачьего корма. Отец и сын скрестили пальцы в надежде, что когда они вернутся, собака останется на том же месте. Так и вышло, когда Зак и Бред вернулись, собака находилась там же, ожидая их. «Я боялся, что мы опоздаем», — написал Бред в своей публикации на Facebook. Но потом я услышал слабое рычание и подумал, если у тебя хватает сил, чтобы рычать, значит их хватит на то, чтобы выжить. Отец и сын осторожно поместили собаку на заднем месте машины и поехали домой. Они дали собаке кличку Чарли Браво в честь модели мотоцикла Honda, на которой ехали в тот роковой день. После столь необходимых водных процедур Чарли отвезли к ветеринару. Когти Чарли так сильно отросли, что начали врастать в лапы собаки. Это причиняло ей так много боли, что она едва могла ходить. Ветеринар определил, что Чарли было около 8 месяцев. Сначала Бред не собирался оставлять Чарли у себя, так как у него уже было несколько собак дома. Но когда Чарли поправилась и приобрела должный вид, Бред и его семья просто влюбились в эту замечательную собаку. Теперь они уже просто не могли представить свою жизнь без Чарли. История спасения Чарли оставила неизгладимый след не только в ее жизни, пишет Бред. Когда мы нашли Чарли, она сидела в тесном ящике, полностью измученная и истощенная. Для нас этот ящик является аналогией тюрьмы, где люди сидят в заключении. Сегодня Чарли красивая, счастливая и жизнерадостная собака. На своем примере она показывает нам, что даже небольшая помощь для кого-то может изменить всю его жизнь. Когда историю Чарли опубликовали на Facebook, семья Вененгар стала получать пожертвования от неравнодушных людей, чтобы помочь оплатить расходы на услуги ветеринара и лечение собаки. Они получили приличную сумму денег, большую часть которых пожертвовали в фонд местного приюта для животных. Чарли никогда больше не бросит и не оставит в одиночестве. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.